Всем привет! Сегодня мы будем собирать потолок, так называемый самонесущий. То есть потолок, у которого нет крепления к базовому потолку с помощью подвесов. То есть потолок, который опирается только на стены. Делается он из сдвоенных профилей. В оригинальной технологии это перегородочные профиля. А у нас будут профиля CD. То есть стандартные потолочные, но сдвоенные по типу двутавровой балки. Плюс мы добавим к стандартной технологии один усилитель посередине. Сейчас мы отбиваем уровень, так чтобы от балок потолочных у нас прошел профиль 3 сантиметра и еще CD-шка боком плюс 6, еще небольшой запас по высоте. Отбиваем линии или ставим отметки, как у нас. И по этим отметкам закручиваем CD-шку, как направляющий профиль. Потолок у нас тут просто ровный, но достаточно сложной формы. Нам надо зайти в несколько ниш. Сюда. Сюда со ступенькой. И еще одну вон там. Постепенно мы будем присверливаться дюбелями 6х40 пластиковыми, а к гипсокартону прикручиваемся 35-ми саморезами, потому что обшивка здесь двухслойная. У нас почти все стены готовы, кроме одной. Но пока мы соберем каркас там, где можно, и стена тоже будет закончена. Итак, основная часть периметра у нас есть, за исключением одной стены. В качестве направляющих профилей мы использовали те же CD-шки, которые будут и в силовой сетке потолка. В нашем случае отсутствие части периметра не мешает нам раскидать профиля по потолку. Мы делаем разметку слева направо под шаг профиля 40 см с таким расчетом, чтобы не попасть на светильники будущие. Из-за того, что в качестве направляющего профиля у нас использована потолочная CD-шка, в ней нужно разогнуть бортики, для того, чтобы вставить туда такой же профиль боком. А это запчасти для каркаса. Вот этот длинный профиль мы поставим поперек потолочных профилей от стены до стены, а это сдвоенные CD-шки. Профиля соединяются донышками по типу двутавровой балки и соединяются саморезами. Саморезы вкручиваются поближе к краю профиля. Саморезы вкручиваются шагом примерно 10 см с той стороны, на которой будет ложиться гипсокартон, то есть снизу, и с шагом 20 см по той стороне, которая будет обращена вверх. Каркас почти готов. Основные сдвоенные профиля мы раскидали, там где это было возможно. Вот в этой зоне мы поставим одну перемычку от сдвоенного профиля до стены, когда она будет готова, и уже в нее придем еще одним сдвоенным профилем. И еще один будет в конце. Доделываем стену и каркас. Стенка частично готова. Этого достаточно, чтобы мы поверху стены отбили линии для периметра, докрутили профиль настенный, поставили перемычку и установили еще одну сдвоенную CD-шку. Вот он наш периметр и одна поперечина. Она закреплена по всем 4 углам. Тут мы тоже подготовили место под профиль, то есть разогнули бортики. Итак, каркас для самонесущего потолка у нас готов полностью.
Дополнительно к одному ребру жесткости мы поставили еще одно в нише. Вот здесь. Сейчас поближе посмотрим на железо. Вот у нас срощенные CD-шки на саморезах. И верхний усилитель. Теперь можно закручивать гипсокартон. Гипсокартон у нас будет вдоль профилей с стыковкой только заводскими краями на сдвоенных CD-шках. Ну и в первую очередь нам надо выйти из ниши, из вот этой. Поставим сначала здесь кусок картона и потом все остальное. Это нужно для того, чтобы ребята здесь могли работать с бойлером. Потому что иначе мы туда не залезем после них. Перед прикручиванием гипсокартона устанавливаем между профилями звукоизоляцию. Это плиточная минеральная вата толщиной 50 мм. Вату практически закончили. Остался один кусочек возле трубы. Ну как, несколько кусочков. Здесь мы еще дополнительно сверху на профиля положили пенопласт вокруг трубы. Если там будут что-то делать соседи сверху, чтобы нам на потолок не падало ничего. Стыковка гипсокартона торцевыми или заводскими краями при однослойной обшивке обязательно должна находиться на металле. Поэтому под будущий стык мы установили перемычки из профиля CD. Вот так у нас выглядит готовая ниша. Больше нам здесь ничего не надо. Ставим вату дальше и зашиваем большие листы. Здесь это будет немножко неудобно делать, потому что листы без стыков, целые, и в них еще провода надо всунуть. Первый лист на месте. Он у нас от стены до стены заходит в нишу, и на него выведены снаружи два провода для накладных светильников. CD-шка на стене – это простой упор, чтобы было удобно устанавливать лист в одиночку. Второй лист. И остается третий с кучей подрезок. С несколькими углами и проводом. Вот тут нужна аккуратность. В общем, благодаря правильной геометрии в этом помещении прирезанный лист у нас зашел на свое место отлично. Стык между торцами в нише мы не разрезали, потому что он уходит под шкаф. Но в случае необходимости его могут порезать сами отделочники. Переключимся на широкий формат. Так лучше видно плоскость и форму потолка в целом. Площадь этого помещения примерно 6,5 метров. И на длине сдвоенной CD-шки 1,77 м она дает прекрасный результат по жесткости, даже без единого крепления в базовый потолок. Ну а наш сюжет про сборку самонесущего потолка из гипсокартона на этом заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!